Друзья мои, почему-то принято считать, что смерть – это страшная сила, которую следует бояться, ненавидеть, избегать. На самом деле смерть – это не страшная сила, и демоны мучения, испытания, они намного страшнее, и от них больше боли и вреда, чем от силы смерти. Смерть – это сила, избавляющая человека от мучений. Если человек приходит в этот мир, и он не может ужиться в этом мире, то смерть – это та сила, которая забирает и дает ему покой. То есть забирает его на упокой вечный. Для нас это может быть трагедия, для Вселенной это закон мироздания. Это стечение времени, это обстоятельства, это то, на чем стоит вся эта логическая цепочка жизни и смерти. Поэтому смерть – это не страшная сила. Смерти бояться не следует. Просто нужно избегать всего, что связывает со смертью. Нужно быть осторожны с определенными приметами, которые могут навлечь на голову человека смерть. Нужно быть предусмотрительнее и не увлекаться символами смерти и прочее. Но чтобы сказать, что смерть – это страшная сила и она приносит зло, нет. Смерть – это такая же сила Вселенной. Если мы будем вечно жить, то не будет места для другого поколения. Мы приходим в этот мир с определенной миссией. Кто-то приходит учить, кто-то приходит учиться, кто-то приходит вести за собой массы, кто-то приходит подчиняться, кто-то приходит быть палачом, а кто-то жертвой. У нас у каждого отведена своя роль. Когда приходит время, каждого из нас забирают в свой срок. Почему смерть изображается безликой, крылатой и безликой? Потому что нет определенной смерти. У каждого человека своя смерть. И невозможно однозначно сказать, кто как уйдет. Правильно? У каждого свое время и своя смерть. Поэтому смерть безликая. Она не может иметь лицо. Колдунам и ведьмам не привыкать работать силами смерти. Мы смерти смотрим в глаза много раз. Мы снимаем смертные порчи, мы снимаем страшные вещи, и мы не то что не боимся, мы каждый раз идем как в бой, как в последний раз. Если честно, иногда берешься за определенную работу и думаешь, потянули, стоит ли рисковать. Но потом, после того, как ты спрашиваешь мысленно, подсознательно, берешь добро этих сил, то понимаешь, что тебя не тронут. Вы не думайте, что это, знаете, легко и просто снимается. После этого бывает, что у нас очень тяжелые последствия наступают. Мы можем и заболеть, и очень многое с нами может случиться. С нас тоже возьмут определенную энергию и силу. Но смерти не то, что нам нужно бояться, нам нужно просто уважать ее. Нам не нужно ее ускорить, и не нужно усугублять свое положение, не нужно играть с огнем, не нужно играть с судьбой. Нам просто нужно почитать, нам нужно уважать смерть как еще одну силу во Вселенной. Я бы сказала, одну из самых важнейших сил во Вселенной, потому что как жизнь, так и смерть очень важны и играют огромную роль в мироздании. Если подружиться с силой смерти, если получить благословение смерти, то смерть будет вас оберегать и одаривать, поскольку смерть обладает огромной энергией, огромной властью. Смерти принадлежат все души ушедшие, смерти принадлежат души, которые уйдут, потому что мы все рано или поздно будем под властью этой силы, могущественной силы. Поэтому нам вместо того, чтобы избегать или бояться ее, время от времени можно обратиться даже за помощью, за защитой, за знаниями. Смерть – это понятие обширное, это сила вселенская. Потому что я обращаюсь к силе смерти, а не к богам смерти. Потому что сила смерти выбирает богов.
И эти боги руководят вот всем этим процессом, который смерть им как бы позволяет, отдает, дает им бразды правления в руки этим богам. Но сама сила смерти, она безликая. Ее называют матерью, поэтому условно назовем ее матерью, хотя она и не мать, и не отец. Это безликая, бесполая сила, энергия, которая руководит миром. Смерть дает начало жизни, потому что, забирая одно, на почве ушедшего вырастает другое. Это величайшая сила, и она добрая, она не злая. Она не злая, и не нужно изображать ее злой, такой страшной, костлявой старухой. На самом деле, добрая в каком смысле? Еще раз говорю, если человек мучается, и к нему не придет смерть, то он будет мучиться долго. Значит, у него будут страдания. Согласны со мной? Бывает иногда, что даже родной человек, когда долго мучается, внутри, в душе говоришь, хоть бы ушел и отмучился, чтобы ему не было больно. Ты же говоришь это не со зла, не желая ему плохого, наоборот, желая ему добра, потому что понимаешь, что он обречен, что жизни все равно нет. И продлеваешь просто его мучение, поскольку ты человек и не можешь так вот просто взять и отпустить на покой. Не получается, совесть не позволяет, потом себя будешь грызть. Хотя я 100 раз говорила, что в таких случаях не нужно бороться, когда человек мучается, ты делаешь ему хуже. Но в любом случае, то есть я хочу сказать, что желая смерти, чтобы человек избавился, мы делаем ему добро. А значит, смерть – это не злая сила. Просто учтите, дорогие друзья, что вот все, что связано со смертью, символика смерти и прочее, прочее, это нужно избегать. Этого делать нельзя. Нельзя просто так ходить по кладбищу, бродить. Это неуважение к этой силе. Нельзя на кладбище ничего подбирать. Это неуважение к этой силе, поскольку это дар этой силы, неважно, упало оно у вас или человек сам положил. Нельзя в кармане держать мелочь таким образом, чтобы она вдруг не рассыпалась там, потому что вы себе купите место таким образом. Это очень опасно. Постарайтесь не запнуться на кладбище. Во время похорон соблюдайте дистанцию, когда кидают землю, потому что иногда, наступая, вот раньше чертили рядом с ямой, где хоронили мертвого человека, чертили определенный, значит, периметр, за который переступать было нельзя. А сейчас все законы, все это мы уже игнорируем. Переступая, один взял, кинул землю, отошел, с его следа другой взял, кинул землю, а значит, похоронил его, можно сказать, живем. И прочее, прочее. Очень много правил связаны со смертью. Если вы это будете наблюдать, то есть соблюдать, то смерть вам не грозит. И самое главное, никогда не готовить себе заранее гробы, не готовить себе на похороны и прочее. Вы пробуждаете силы смерти. И не факт, что они вас заберут, если вы готовитесь к этому. Не факт. Потому что смерть сама решает, кого забрать из семьи. Если для похорон все готово, он может прийти и забрать кого-либо. Но не обязательно, что вас, потому что не вы будете решать, вам умереть или другому, понимаете? Ну, об этом мы поговорим отдельно, это долгая тема. В данный момент я буду проводить ритуал, который называется «Дары смерти». Я попрошу это провести только практикам, точнее, рекомендую только практикам, если они хотят провести. Начинающим практикам не рекомендую. У вас должна быть практика хотя бы лет, 15 с чем-то работы с этими силами, потому что это не шутка. Вы практически вызываете силу смерти в свою жизнь. Учтите это. Поэтому очень осторожно. Если вы не уверены в этом, значит, не нужно проводить этот ритуал, потому что смерть не тронет только того человека, у которого есть позволение к ней обращаться. Иначе это будет расценено ею как наглость и может дать обратный эффект. Естественно, людям, которые ничего не мыслят магии, даже если им кажется, что они очень велики в этом деле, я это провести не рекомендую. Естественно, я не даю ключи. Естественно, я до конца обряд не показываю. Практики сами находят ключи или сами знают эти ключи, каким образом сделать. Не практики, конечно, могут себе навредить.
или может у них ничего не получиться. Но если не практики рискнут и у них хватит наглости взять и обратиться к силам смерти, как я это делаю, то, конечно, я бы, конечно, не хотела наблюдать потом за ними. Итак. О, матушка смерть, вездесущая сила, великая, вечная, бесконечная, все рано, али поздно, а под твоей властью будем. Ты, властительница душ, всемогущая черная матерь, под властью твоей легионы крылатые. Царственная сила, ты не только погибель, но и спасение даруешь. Обращаюсь к тебе, как названная дочь твоя, ведьма из рода ведьм, силой посвященная, богами благословленная, в муках закаленная, обращаюсь к тебе, смерть, матушка, смилуйся, одари меня дарами своими. Ты, смерть, матушка, все знаешь, все видишь, дай и мне видение такое, дай увидеть тайное да сокрытое от глаз людских, открой глаза, отвори сердца, покажи тайное, первый дар, прошу. Ты, смерть, матушка, сильна в знаниях, научи меня, как спасать и как сгубить, как жизнь дать, али убить. Второй дар прошу. Ты, смерть, матушка, всемогущая сила вечная, и меня усиль, дай мне часть силы, усиль, укрепи, силой одари. Третий дар прошу. Ты, смерть, матушка, всемогущая, да, карающая сила вечная, бесконечная, стань мне защитой, стань мне подмогой, и врагов моих забери навек в лоно свое черное. О, смерть, матушка, названная мне мать, покровитель мой и соратница, я ведьма из рода ведьм, сила древняя, сила смертная, символ отваги, власть победная, тайна древняя и запретная, одари меня тем, что просила. По приказанию смерти матушки 4 всадника мне на подмогу. Один дает видеть все, что тайное, второй знание подарит и мощь, третий жизненной силой одарит, непобедимую волей подарит, четвертый всадник свирепый и злой окружит меня защитной стеной, врагов всех моих навек перебьет, в черную бездну собой унесет. О, матушка смерть, благодарю я за дары твои, принимаю их с благодарностью и с поклоном. Славься, великая и вечная Матерь. Да будет так. Я думаю, что здесь фейерверк. Вот он. Очистила сегодня, но все равно они есть. Без них никак. Они всегда будут. Особенно, когда ты призываешь такую силу. Очень сильно шатает. В голове начинается тепло. Все тело начинает просто гореть. Немножко зашатывает, но это нормально. Для такой силы это нормально. Еще раз прошу и объясняю. Не практикам или людям, которые не понимают в этом деле или которые не уверены, даже не подходите к этому ритуалу. Нельзя. Всем удачи.